Солнце медленно поднимается над бескрайними просторами Якутии, окутанными мистическим утренним туманом. Этот край, наполненный величественными горами, таежными лесами и мощными реками, хранит множество тайн природы, которые лишь ждут своего часа, чтобы быть раскрытыми. Вот и одно из самых интригующих геологических явлений планеты – Батагайский провал. Этот термокарстовый разлом стал не только объектом увлекательных научных исследований, но и настоящим символом изменений, повлиявших на весь наш мир. Чтобы по-настоящему понять значение Батагайки, необходимо заглянуть в далекое прошлое, более чем на 200 тысяч лет. Именно в это время климат Земли переживал ряд значительных изменений, от теплого тропического до сурового арктического. Эти глобальные изменения формировали облик континентов, создание новых экосистем и условий для существования разнообразных видов флоры и фауны. Регионы, которые сейчас являются холодными и обледенелыми, когда-то были покрыты зелеными лесами и пустынями, полными жизни. Формировались огромные экосистемы, в которых обитали мохнатые мамонты, шершавая дикая лошадь и другие ныне вымершие виды. Эти мощные млекопитающие были адаптированы к жизни в условиях холода. Однако, когда климат начал меняться, им пришлось адаптироваться или искать новые места обитания. Массовые миграции происходили по временным окошкам, создавая сложные взаимодействия между животными и их средой. С приходом ледникового периода и изменением климата среда обитания этих видов изменилась, что привело к их вымиранию. Научные исследования указывают на то, что естественные колебания температуры и резкие изменения условий жизни стали причиной исчезновения многих видов. Это также служит предостережением для нас. Устойчивость экосистем зависит от множества факторов, и изменение одного лишь элемента может привести к цепной реакции. С образованием Батагайского провала начался новый этап в истории этого региона, и его значение продолжает раскрываться перед учеными и исследователями. Это не только свидетельство того, как Земля переживает циклы изменений, но и яркий пример того, как хотя бы один фактор – климат – способен формировать облик планеты. В середине 20 века, в 1960-х годах, мир наблюдал за значительными изменениями как в природе, так и в сфере технологий. Это было время научных открытий и затяжных конфликтов, когда человечество пыталось найти способы справляться с растущими проблемами. Однако на фоне прогресса, под воздействием человеческой деятельности, в частности вырубки лесов, Батагайский разлом начал формироваться, и его возникновение стало буквально отражением влияния человека на природу. Процесс вырубки лесов, необходимый для нужд местного населения, обнажил верхние слои почвы и позволил солнечному свету достигать мерзлоты, что привело к ее активному таянию. Такие действия запустили процесс, который не просто повлиял на экосистему, но стал катализатором серьезных геологических изменений. В результате Батагайка, в начале 60-х, казавшаяся всего лишь небольшим овражком шириной 20 метров и глубиной в такие же 20 метров, за десятилетия превратилась в одну из крупнейших природных аномалий нашего времени. Глядя на разлом сегодня, мы можем увидеть впечатляющую ширину в более чем 40 метров и невероятную глубину до 100 метров. Ежегодно Батагайка увеличивается на 5-10 метров, что составляет серьезные размеры и продолжает расти. Это, в свою очередь, вызывает необходимость в мониторинге состояния экосистемы и в эффективном управлении территорией. Как прямое последствие этого, Батагайка становится важным объектом не только для научных исследований, но и для изучения процессов, происходящих на планете в целом. Мы можем наблюдать, как сочетание климатических и человеческих факторов приводит к преобразованиям, способным развить произвольную силу природы и открыть двери для новых форм жизни. Исследования, проводимые в Батагайском разломе, предоставляют неоценимую информацию о климатических условиях, существовавших здесь миллион лет назад.
Уникальная геология, представленная в разломе, сохраняет в себе множество свидетельств о том, как менялся климат, как адаптировались к нему флора и фауна, и какие виды выжили, а какие исчезли. В результате геологических исследований было открыто множество уникальных находок, таких как окаменелости древних млекопитающих, включая мамонтов и бизонов, а также реликтовые виды, такие как верхенская лошадь. Каждая из этих находок – это не просто историческая ценность, а шанс окунуться в мир, который давно ушел, и узнать о том, каким образом климатические изменения формировали жизнь в те времена. Кроме того, Батагайка дает возможность ученым исследовать, как древние экосистемы справлялись с изменениями окружающей среды. Анализируя слои, можно понять, каким образом происходило взаимодействие между климатом и присутствующими в этот период видами. Также это предоставляет ценные данные для создания климатических моделей и прогнозов о том, как современные изменения могут повлиять на биоразнообразие и экосистемы в будущем. Батагайка, таким образом, становится не только геологическим объектом, но и исследовательским центром, где формат взаимодействия науки и природы предоставляет новые возможности для понимания проблемы климата и экологии в глобальном масштабе. Изучая его, мы не только открываем прошлое, но и получаем ценные уроки для будущего. Научные исследования и наблюдения показывают, что Батагайка не просто геологический объект, а открывает двери к серьезным экологическим проблемам, с которыми может столкнуться вся планета. С каждым годом таяние мерзлоты приводит к высвобождению огромных объемов метана и углекислого газа, парниковых газов, способствующих глобальному потеплению. По прогнозам ученых, если изменения климата продолжатся в том же духе, как мы их наблюдаем сегодня, уровень ПГ в атмосфере может достичь критических значений. Это приведет к тому, что изменения продолжат нарастать, что окажет значительное воздействие на экосистемы по всему миру. Увеличение уровня метана в атмосфере может вызвать эффект домика для пингвинов, приводя к новому вооруженному конфликту с климатом. Не меньшее беспокойство вызывает и местное население. Жители, понимая масштабы разлома и его возможное влияние на их жизнь, начинают осознавать, что их среда обитания может подвергаться серьезным изменениям. Несмотря на то, что на данный момент разлом не угрожает непосредственно их населению, вопросы безопасности остаются актуальными. Специалисты уверяют, что приближение разлома к поселкам маловероятно, но местные жители имеют полное право на свои опасения. Обеспечение безопасности должно оставаться приоритетом. Интересно, что Батагайка, привлекая туристов со всего мира, превращается в настоящий туристический магнит. Туризм стал важной подсказкой для местной экономики, способствуя созданию новых рабочих мест и развитию инфраструктуры. Однако подобное развитие несет не только плюсы, но и потенциальные угрозы для окружающей среды. Внимание к Батагайскому разлому привело к необходимости создания маршрутов и информационных центров для посетителей. Важно помнить, что несмотря на стремительный рост туризма, необходимо наличие грамотного планирования, чтобы минимизировать воздействие на экосистему и предотвратить различные формы загрязнения, связанные с увеличением человечества. Местные власти сейчас стараются выработать стратегии, которые направлены на устойчивую работу в этой области, сохраняя и защищая природные ресурсы. Специалисты призывают к внедрению прогрессивных моделей управления, которые обеспечивают баланс между развитием туризма и защитой окружающей среды. Для этого можно внедрить системы мониторинга, которые отслеживают состояние экосистемы, а также образовательные программы для туристов об важности сбережения уникальных природных ресурсов. Учебные курсы могут помочь посетителям осознать, как они могут внести свой вклад в сохранение окружающей среды и создать более устойчивое будущее. Тем самым мы не только создадим новые возможности для региона,
но и гарантируем, что уникальность Батагайки останется нетронутой. Устойчивый подход к развитию туризма поможет свести к минимуму последствия техногенной нагрузки на природу. В завершение можно сказать, что Батагайский провал – это гораздо больше, чем просто геологическая аномалия. Это символ изменений, указывающий на то, как меняется не только этот регион, но и вся планета. Через Батагайку мы оказываемся ближе к древним эпохам, исследуя взаимосвязь между человеком и природой, понимая, что наши действия имеют последствия, которые могут переходить через поколения. Изучая Батагайку, мы не только получаем научные данные, но и важные уроки о том, насколько бережно мы должны относиться к нашей планете. Каждый шаг, который мы предпринимаем сегодня, может оказать влияние на жизнь будущих поколений. С увеличением осведомленности о важности минимизации негативного человеческого воздействия у нас есть возможность изменить курс событий. Батагайка становится важным объектом, связывающим прошлое, настоящее и будущее человечества. Погружаясь в подробности его истории, мы обязаны изучать, исследовать и охранять его, принимая в расчет природные и климатические изменения. Вместе с тем необходимо встраивать уроки, извлеченные из этой уникальной природной аномалии, в повседневную практику, делая более устойчивое будущее возможным. Таким образом, Батагайка не только сообщает важные климатические данные, но и создает возможность для глубокого анализа изменений, которые могут произойти, если мы не будем предпринимать действия. Нам нужно понимать, что наука — это не только набор фактов, но и возможности для изменения нашего восприятия мира. Через Батагайку мы можем открыть для себя не только прошлое, но и будущее нашей планеты, надеясь на то, что это будет устойчивое и гармоничное сосуществование природы и человека.